Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео буду делать маникюр себе, так что если это вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Ну вот мои героические ногти, которым уже больше месяца, и если помните, на них больше 200 страз Сваровски. Да, конечно, спустя месяц немного камушки поотлетали, но отлетели они буквально вчера, так как я делала перед маникюром генеральную уборку, и уже эти камушки, наверное, все-таки должны были уйти с моих ногтей. А ну-ка, девочки, признавайтесь, вы тоже делаете уборку перед маникюром, чтобы потом свежий маникюр держался дольше? Пишите в комментариях, я думаю, что я здесь такая не одна. В прошлый раз, когда вышло видео с этими ногтями, конечно, мнение моих подписчиков поделилось на двое. Одним понравилось, другим нет, но однозначно все просили снять видео, как же я буду снимать вот эти стразы. На самом деле снять эти камни очень просто. Для этого нужна обычная вата, жидкость для снятия гель-лака, а также фольга. Также у меня есть вот такие цветные зажимы, которые можно использовать вместо фольги. Но я все-таки люблю замотать пальчик фольгой, а потом уже сверху надеть еще вот такой зажимчик, чтобы фольга не слетала. Когда вышло время, снимаю фольгу и щипцами срезаю камни. Так как жидкость для гель-лака растворила немного базу и топ, то снять камни довольно просто. На полное снятие страз с двух рук у меня ушло около 40 минут, потому что себе не очень так это удобно и делать. Теперь осталось снять остатки гель-лака уже фрезой. Конечно, можно было это сделать и жидкостью, но я не стала, потому что себе это делать очень долго и сложно. На клиенте, конечно, это делать намного проще. Но под рукой была фреза, так что я остатки базы уже снимаю вот твердосплавной фрезой. Скорость вращения насадки 35 тысяч оборотов. Снимаю гель-лак я на форварде. Вот так выглядят мои натуральные ногти без покрытия. Конечно, можно было бы сегодня укоротить длину и сделать маникюр на свои ногти. Но мне захотелось изменить форму, оставить длину, так что буду делать коррекцию. Перед коррекцией делаю себе классический маникюр, кожу увлажняю с помощью Пронтоман спрей. Snow is falling down, and the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing Merry Christmas to you. Итак, огрубевшую кожу убрала, так что перехожусь к самой коррекции. Беру пилку и прохожусь ей по поверхности натурального ногтя, чтобы снять жирный блеск, глянец, чтобы твердые материалы держались лучше. Знаю, что многие сейчас будут говорить, что как, пилкой по свежему срезу. Ничего подобного, пилку ставлю таким образом, чтобы она вообще не черкала кожу. Нужно держать пилку под углом, и все будет хорошо. Так как делала классический маникюр с использованием жидкостей, то обязательно несколько раз по ногтям прохожусь дегидратором, чтобы вывести лишнюю влагу с ногтевой пластины. После дегидратора нанесла праймер, а затем уже базу для гель-лака. Я уже очень давно не делала себе никаких френчей, а скоро Новый год и прям уж очень захотелось, поэтому буду делать именно выкладной френч. С помощью самого обычного маркера обозначаю места примерно, где у меня должны начинаться усы френча. Это для того, чтобы легче сориентироваться, как мне нужно выкладывать удлинение. Ложе буду строить в два этапа. Изначально я использую полигель от торговой марки Nail Revolution. For peace and hope they plead. Когда первый слой высох, на кисть набираю небольшое количество жидкого геля от торговой марки Original номер 1 и уже достраиваю остальное ложе.
Материал высох, так что смело вытираю липкий слой и приступаю к опилу улыбки. Свой новогодний маникюр я решила сделать в фиолетово-малиновых оттенках. Не знаю почему, все делают что-то серебристое, голубое, а мне захотелось чего-то более теплого. Фиолетовым гель-лаком я подвожу линию улыбки, а потом делаю замес для своего френчика. К прозрачному гелю добавляю тот же фиолетовый гель-лак и получаю очень красивый замес. Ну и конечно, куда же без блесточек, к этому замесу добавляю мелкие и крупные блестяшки, чтобы все было по-новогоднему. Для второго замеса я использую тоже прозрачный гель как основу и добавляю к нему уже не гель-лак, а у меня есть витражный гель малинового оттенка, но он очень плотный. Я хочу, чтобы текстура была более прозрачной, поэтому к прозрачному гелю добавляю витражный гель. Ну и также добавляю еще разные блесточки. Итак, выкладываю эти два замеса на свободный край. Ближе к бортику выкладываю темно-фиолетовый, а на свободный край, на кончик выкладываю малиновый цвет. Плавно смешиваю эти два оттенка между собой, чтобы получился переход. Так как этот витражный гель жидкий и мне очень удобно выкладывать сразу форму, то делаю свободный край в два этапа. Первый слой подсушила и потом уже малиновым витражом достраиваю второй слой, добавляю высоту. Конечно, гель немного все-таки растекается, поэтому я в конце хочу еще поджать материал. Делаю это после того, как гель побыл в лампе примерно 15 секунд, достаю руку и щипцами поджимаю гель. Затем надеваю прищепки, чтобы материал не разжался в лампе. После того, как гель высох полностью в лампе, снимаю прищепки, вытираю липкий слой и только посмотрите, какие смешные ногти сейчас. Да, конечно, выглядят они очень смешно, либо ужасно. Не знаю, как это описать, но скорее нужно делать опил. You're lucky if you have a friend tonight. While the ghost of Christmas present is in every tender heart, the ghost of Christmas past keep too many still apart. Since the ghost of Christmas coming is for none of us insured. For the ghost of Christmas present, we open up our door. И теперь нужно убрать лишнюю толщину, которая образовалась. Самый красивый торец у меня на указательном пальце, потому что там натуральный ноготь клюет вниз. И поэтому так выглядит сейчас торец, но это легко исправить. Беру тонкую керамическую фрезу и выпиливаю лишнюю толщину и свой натуральный ноготь. Each other. Not everyone has got
После того, как убрала лишнюю толщину, пилкой скругляю острые углы. Для того, чтобы торец стал изящнее, я беру фрезу юла и истончаю его. Осталось перекрыть топом ногти с двух сторон, а также приукрасить безымянный ноготь на правой руке. Как думаете, что я буду делать на этом ногте? Не знаю, догадались или нет, но там будут стразы. Нет, они мне еще не надоели, все-таки решила приукрасить ноготь именно стразами Сваровски. Композицию буду выкладывать с крупных и мелких стразинок. Каждый камушек я вмакиваю в базу для гель-лака, это база Коди, и креплю все камушки на ноготь. Затем отправляю в лампу, чтобы база схватилась. Потом каждый камешек закрепляю еще дополнительно топом. Вот такой маникюр у меня получился, яркий и блестяшечный, как раз к Новому году. Пишите в комментариях, сделали ли вы уже себе новогодний маникюр или только делаете своим клиентам, близким и подругам. Я, конечно, все же надеюсь, что мое видео хоть немного было полезным для вас. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.